Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? Что стало с брендами СССР? Что в итоге стало с советскими брендами, которыми гордилась страна? Советский Союз был известен не только своей политической силой и экономическими достижениями, но и множеством брендов, которые стали неразрывной частью повседневной жизни его граждан. Однако с течением времени и распадом СССР судьба этих брендов оказалась под вопросом. Что же с ними стало? Начнем с архетипического символа советской эпохи – ЗИЛа. Автомобиль ЗИЛ был неотъемлемой частью городской среды и являлся воплощением статуса и достатка. Однако с распадом СССР производство ЗИЛа остановилось, а встретить его на дорогах стало невозможно. Теперь этот бренд превратился в нечто вроде легенды, напоминающей о прошлом и временах, когда автомобиль был роскошью. То же самое касается и холодильников, которые выпускал завод, помимо автомобилей. Завод был известен своим автомобильным производством, назывался заводом имени Сталина. В 1956 году его название было изменено на завод имени Лихачева. Производство холодильников началось в 50-х годах. Несмотря на то, что эта модель стала исторической и используется во многих домах до сих пор, она знаменита своей шумностью и высоким энергопотреблением. В 2016 году заводу имени Лихачева исполнилось 100 лет, но он увидел свой юбилей в процессе демонтажа. В планах сохранить небольшую часть завода как художественный объект, а производство не планируется возобновлять. Сегодня не существует даже такого завода. На месте завода имени Лихачева на Автозаводской уже строится жилой комплекс. Еще одним брендом, который существовал в СССР, был Минск. Этот мотоцикл был добротным и надежным транспортным средством, которым пользовались многие советские граждане. Однако производство Минска сократилось, и теперь эти мотоциклы можно встретить в основном у коллекционеров и энтузиастов. Холодильники под брендом Минск начали производить в Беларуси в 1962 году. Сегодня эти холодильники производятся под брендом Атлант в Минске. В настоящее время продукция Атлант отлично экспортируется в Россию, страны Восточной Европы, Балтию и СНГ. Еще одним успешным продуктом являются плиты Брест. Они не только не прекратили свое производство, но и стали качественной и привлекательной продукцией. Под названием Гефест выпускаются газовые, электрические и комбинированные плиты, а также настольные плиты и духовые шкафы. Большая часть продукции также экспортируется. Когда речь заходит о бытовой технике, стоит упомянуть стиральные машины Вятка Автомат и Эврика. Эти машины с их характерным гремящим звуком и скачущими движениями были верными помощниками в быту. Однако с появлением новых моделей и технологий данные бренды стали уже устаревшими и исчезли с рынка. Сейчас их можно встретить только в ретро-магазинах или в качестве коллекционных экспонатов. В СССР введение стиральных машин-автоматов Вятка оказалось значимым событием, ведь на тот момент в домашних хозяйствах широко использовались стиральные машины активаторного типа с тазами и моторчиками. Переход к процессу стирки автоматом занял длительное время, и только в 1981 году завод «Электробытприбор» начал производство первых моделей стиральных машин Вятка-12 по цене почти 500 рублей, что было значительной суммой для советской семьи. Стиральная машина Эврика, воду в которую нужно было наливать вручную, но слив происходил автоматически по таймеру, выполняла отжим без необходимости вынимать белье. Несмотря на грозное рычание во время отжима, советские Эврики были востребованы из-за своей доступности и надежности. Желание возродить марку некоторое время назад не увенчалось успехом. Завод, названный в честь Серго Орджоникидзе и расположенный в городе Зеленодольск, Республика Татарстан, с 1959 года начал выпуск холодильников модели «Мир». Они были высокого качества, но имели большой уровень шума и потребляли много энергии. Начиная с 2000 года производство холодильников прошло через процесс модернизации и реконструкции с обновлением оборудования и установлением партнерства с ведущими мировыми инженерными компаниями. Это позволило компании расширить свою продуктовую линейку и начать выпуск медицинских и бытовых холодильников. В 2005 году завод перешел на использование экологически безопасного хладагента изобутана, отказавшись от устаревших веществ. Бренд Позис также знаменит своей продукцией с дизайнерским вкладом с оригинальными росписями, которые ценятся выше среднего уровня стоимости.
Смоленский завод холодильников, основанный в 1964 году, неоднократно пытался восстановиться после распада Советского Союза. В 2001 году морозильник «Смоленск» был отмечен как участник 100 лучших товаров России. Однако завод так и не прошел полную реконструкцию и переименование. В 2014 году предшественник торговой марки «Смоленск» «Айсберг» объявился банкротом. Еще одним брендом, связанным с регионом, является Бердск в Новосибирской области. Бердский электромеханический завод также специализируется на производстве компонентов приборостроения для космоса, авиации, резинотехнических товаров. Их электробритвы отличаются низкой стоимостью, хорошей бритвой и надежностью, несмотря на устаревший дизайн. Бренд холодильников «Бирюса» из Красноярска является одним из ведущих производителей холодильной техники в России. Завод специализируется на выпуске холодильников для быта и коммерческих холодильных систем. Благодаря использованию материалов и запчастей от знаменитых мировых брендов, большая часть компонентов делается непосредственно в цехах завода. Продукция «Бирюса» пользуется успехом как на российском рынке, так и в других странах, включая Казахстан, Узбекистан, Киргизию и другие. Орский механический завод, начавший выпуск холодильников в 60-х годах, быстро завоевал популярность среди домашних хозяйств в Советском Союзе. В 80-е и после распада СССР завод был полностью реконструирован, чтобы соответствовать современным стандартам производства. В настоящее время на заводе производятся холодильники, отвечающие высоким требованиям потребителей. В 2016 году завод также начал выпуск плит, расширяя свой ассортимент продукции. Московский завод «Микромашина» специализируется на производстве кофемолок и электробритв. Завод пережил периоды восстановления после распада Советского Союза, в том числе сотрудничал с китайскими производителями и выпускал эпиляторы Philips. В 2016 году он возобновил выпуск и представил новую модель Micma 33. Завод продолжает развиваться и предлагать хороший продукт на рынке электробытовой техники. В эпоху СССР разнообразные торговые марки производили свои пылесосы, включая «Вихрь», «Ракета», «Буран», «Тайфун», «Чайка» и «Уралец», чтобы перечислить лишь некоторые. Практически последним в серии в конце 80-х был пылесос под названием «Шмель». На сегодняшний день заводы Советского Союза в основном остались историческими артефактами и символами прошлого, превратились в ностальгические вещи, которые напоминают нам о временах давно минувших. Некоторые из них до сих пор могут быть найдены у коллекционеров или энтузиастов, но большинство этих брендов покинули рынок и остались лишь в памяти людей, которые их использовали. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.